Привет, друзья! С вами снова я, юрист Валерий Табаков, гражданин Украины, человек, который уже более 6 лет не дает властям спокойно спать, когда они нарушают Конституцию и права миллионов наших сограждан. Сегодня я к вам пришел не просто с очередным видео. Сегодня я пришел сказать, что тот момент, о котором в 2019 году на стадионе в шутку говорил Владимир Александрович Зеленский, он наступил. Помните? Тот самый дебютный митинг, когда кандидат Зеленский кричал в микрофон: «Я готов подписать договор, хоть с чертом лысым, хоть с чертом волосатым. Мне все равно». Зал смеялся. Мы тогда тоже смеялись. А потом кто-то из толпы крикнул. Не тогда, совсем недавно: «Да ты сам и есть тот черт». И это был не просто выкрик с картонного Майдана. Это было пророчество. Сегодня договор с чертом подписан. И подписан он не чернилами и не кровью. Подписан он судьбами миллионов русскоязычных граждан Украины. Я не буду сейчас кричать «Зрада» или «Все пропало». Я просто открою вам глаза на то, что происходит прямо сейчас, в эти дни, в эти недели, пока вы смотрите это видео. Первое. Дискриминация русскоязычных граждан Украины вышла на уровень, который фиксирует уже не только Совет Европы, не только Венецианская комиссия, но даже ООН. Доклад ООН от 2024-2025 годов черным по белому записано: масштабная дискриминация по языковому признаку в Украине достигла системного характера. И это не мои слова, это слова международных экспертов. А что же делает президент Зеленский? Молчит. А что делают радикалы и мовные инспекторы? Они открыто смеются над этим докладом. Детям в школах Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья, Киева запрещают говорить на перемене на русском языке. Запрещают указом. Это хуже Валуевского циркуляра 1863 года и хуже указа 1876 года императора Александра II. Тогда хотя бы не трогали разговорную речь на переменах. А сегодня трогают и сажают за это учителей. Штрафуют родителей. Второе. Судебная ветвь власти, которая по Конституции должна быть независимой, превратилась в театр одного спектакля. Спектакль называется «Как посадить русскоязычного украинца, чтобы остальные молчали». Главный
герой этого спектакля Вячеслав Зинченко. Его обвиняют в убийстве некоего Рене Фариона, персонажа, которого никто в живых никогда не видал, но который очень и очень нужен для громкого дела. За все время процесса обвиняемый сказал, что давал признательные показания в камере СИЗО под давлением. За все время процесса экспертиза показала, что убийство физически невозможно. За все время процесса потерпевшая сторона открыто в зале суда оскорбляет всех русскоязычных. А судья молчит и делает вид, что так и надо. И я вам прямо говорю, это не суд над Зинченко, это суд над всеми нами, над каждым, кто дома говорит по-русски, кто читает книги по-русски, кто поет песни по-русски. Это показательная порка, чтобы мы поняли, если ты русскоязычный, ты уже потенциальный преступник. И вот здесь я задаю вопрос всем вам, кто сейчас смотрит это видео в Харькове, в Одессе, в Днепре, в Киеве, в Берлине, в Софии, в Варшаве, в Лиссабоне. Почему вы молчите? Я понимаю, страшно. Я понимаю, устали. Я понимаю, многие уехали и пытаются просто выжить. Но если мы сейчас промолчим, завтра будет поздно. Завтра вас посадят не за то, что вы призывали Путина, а просто за то, что вы есть. За то, что вы говорите на своем родном русском языке, на котором разговаривали ваши деды, защищавшие эту землю в 1941-1945 годах. Третье, самое страшное. За что нас фактически уже объявили врагами? За то, что мы платим налоги в бюджет Украины, а нас за эти же налоги лишают права учить детей на родном языке, права смотреть фильмы и слушать музыку на родном языке, право получать госуслуги на родном языке, право просто разговаривать на улице без страха получить штраф или удар в спину. Это и есть настоящая формула сегодняшней власти. Принеси мне ремень, которым я тебя же буду избивать. Плати налоги и молчи. Плати налоги и терпи, как твой язык называют языком оккупанта. Плати налоги и смотри,
как за твои же деньги покупают дубинки для мовных патрулей. Знаете, что самое циничное? Те, кто сегодня кричит «мова превыше всего», завтра первыми побегут сдавать территории, давая откат Путину, лишь бы сохранить свои теплые кресла и свои коррупционные схемы, потому что язык коррупции, он универсальный, он понятен и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Москве. И никогда еще так не было, чтобы никак не было. И вот когда партнеры скажут: ребята, надо отдать кусок ради мира, эти патриоты мовы первыми встанут в строй и скажут: да ради Бога, лишь бы нас не трогали, и чтобы дальше можно было говорить исключительно на мове. А потомки подданных Рюрика, которые сегодня собирают дань с востока и юга Украины, вдруг обнаружат, что дань теперь собирают с них самих, и что их варяжский проект оказался обычным мыльным пузырем. Друзья, я не призываю вас выходить на площади. Я не призываю вас брать оружие. Я призываю вас сделать одну простую вещь. Перестаньте молчать. Говорите. Пишите жалобы. Пишите в международные организации. Пишите в Европейский суд по правам человека. Пишите письма депутатам Европарламента, особенно тем, кто от Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии, где прекрасно понимают, что такое права национальных меньшинств. Фиксируйте каждый случай дискриминации. Снимайте на видео. Отправляйте мне. Я помогу оформить в правовом поле. Потому что пока мы молчим, русскоязычных сажают. А когда мы начнем говорить всем вместе, нас будет слишком много, чтобы посадить всех. Сейчас существует опасность, что русскоязычных назовут врагами нации, так как это было при Сталине. Но даже если вам будут угрожать, не бойтесь. Не подписывайте договор с чертом. Я лично его подписывать не буду. А вы? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, распространяйте это видео. Особенно тем, кто еще боится говорить. До встречи в следующем видео. И пусть Бог хранит всех нас.